Welcome to the club, buddy. Привет, друг, меня зовут Префайрмен, и это обновление 1.24 Rise of Fall. Это словосочетание можно перевести как «восставшие из падших» или же «начало осени». Давай разбираться, что оно в себе таит. Мотоциклы. За Советский Союз были добавлены М-72 и М-72 с люлькой. Американцы получили новый 42 ВЛА и его версия с лодочкой. Немцы же обзавелись Р-75 и его версией с коляской. Все нации теперь имеют байк с возможностями установить пулемет, возить с собой 3 пассажиров и, естественно, через некоторое время игроки из Советского Союза и Америки обзаведутся новыми игрушками и начнут удивлять оппонентов. В Германии же появилась возможность снять этот пулемет со своих мотоциклов. Но никто не остался обделенный. Немцы, которые всегда хотели иметь стильный байк, которые жаждали и поедали глазами двухместные мотоциклы, получили свой кусок пирога. И вскоре мы увидим новых звезд на наших дорогах в мире под названием Герои и Генералы. Как же получить эту прелесть? На 8 уровне нашивки водителя откроется ваш двухместный мотоцикл. После достижения 10 уровня управления этим транспортным средством вы откроете байк с люлькой. Но на 10 уровне управления им же вы откроете себе станковый пулемет за 9200. Абсолютно все мотоциклы можно купить за 57 тысяч. А каждое возрождение любым мотоциклом стоит 92 монеты. При установке пулемета на мотоцикл с люлькой каждый бой вы будете платить еще по 92 монеты за каждый респ, причем независимо от того, сколько патронов было израсходовано. Новые двухместные мотоциклы более маневренные, более легкие в освоении и быстро набирают максимальную скорость. Мотоциклы с коляской надежные, имеют отличную управляемость, а еще в довесок с другом и установленным пулеметом становятся очень злыми. Разработчики на этот раз действительно удивили. Встречайте. 3D гараж для осмотра любой техники и просмотром покраски перед ее покупкой. Теперь каждый мотоцикл может быть окрашен, причем у всех наций разные окраски. Посмотрите сами, может вам что-то придется по душе. No! No! No, don't do it! No! No! Будьте аккуратны, мотоциклы с коляской взрываются на минах. Владельцы только двухместных мотоциклов могут забыть об этом, потому что их транспорту мины были не страшны перед этим. Очень порадовала проработка моделей. Они разные у наций, например, немецкие холодные, стальные, строгие, а советские, которые теперь имеют коляску. Такие родные мотоциклы с коляской имеют ту же максимальную скорость, что и двухместные мотоциклы, но разгоняются они чуть-чуть медленнее. Отставать будет всего лишь на 3 корпуса. Также не стоит забывать про неплохую защиту стрелка и хорошие углы склонения в стороны и вверх. Хочу сразу сказать, что теперь мотоциклетные штурмовые группы на глобальной карте за все нации станут еще полезнее, ведь игроки смогут выполнять на них задачи, которые раньше не могли. И не стоит забывать, что мотоцикл с коляской вмещает всего 4 игрока, что позволит Советскому Союзу и Америке чаще выигрывать бои в случае нехватки машин в бою. Сейчас я вам это продемонстрирую. Ну садись уже! Может, эти чудо-мотоциклы плавать умеют? Плывет! Он плывет! Плывет! Видимо, не сегодня. До 28 октября 2021 года ты можешь купить трофейную 42 БЛА за Советский Союз, но открыть мотоцикл с коляской им не получится. А по подсказке вверху справа ты узнаешь самые быстрые способы прокачки водителя. Погода.
Да, вчера такого не было. Разработчики изменили туман. Теперь он неравномерный, а густой в самом низу и плавно перетекает в прозрачный, который повыше. Получается довольно реалистичная и атмосферная картина. Это открывает дополнительные возможности и новые тактики для всех классов. Теперь и летчики могут воевать в небе с другими самолетами, работать по подсветке врага, знанию местности, но без низкого планирования над землей время от времени не обойтись. Например, в этой местности находится возвышенность, и туман не мешает кому-либо. Можно сказать, что эта высота отличной видимости для всех. Теперь посмотрим, где могут быть трудности у самолетов и, например, разведчиков. В этой зоне самолеты начинают испытывать дискомфорт, им приходится снижаться на небезопасную высоту, чтобы увидеть всю картину целиком. Снайперы, которые работают от 200 метров, будут тоже себя некомфортно чувствовать. Данная зона интересна своими тактиками. Рассмотрим самую интересную зону – зону минимальной видимости. Лучшей тактикой тут будет не подпускание врага на точку или занимание растительности и рельефа для преждевременного предотвращения скапливания врага у охраняемой территории. Со стороны атакующих же задача стоит в незаметной дислокации на точку. Ну и последняя зона – нулевая видимость. Если тут и случаются боевые действия, то они происходят вплотную с оппонентом. Туман настолько сильный местами, что посадив самолет, вы сможете рассмотреть пехоту. Но он лучше, чем был раньше. Сейчас вы видите зону, которая создает небольшие трудности для пилотов и снайперов. При этом вы видите самолет, и он вас тоже. А вот это уже зона минимальной видимости. Вы видите самолет на любой высоте, но он вас не видит вообще. В зоне средней видимости пилот сможет увидеть большие цели и даже удивить их. После уничтожения в туман пилот обязан посвистеть прямо в воздухе, ведь он крут. Тотальное моральное уничтожение врага. Главное, сами морально не уничтожайтесь, если у вас не получится убить кого-нибудь в тумане. Вставь это видео. Также разработчики чуть-чуть подправили все погодные условия. Но если вам и этого мало, то можете посмотреть мое видео по ссылочке выше в описании и сможете сделать такую картинку, какую сами хотите. Танки. Встречайте новый истребитель танков М36Б1 за 242 тысячи кредитов. Отличается пулеметом для экипажа. Довольно быстрый и поворотливый. Орудие и броня башни от топового тяжелого танка, но перезаряжается чуть медленнее. Конечно же, имеет быстро поворачивающуюся башню, а также великолепные углы склонения орудия. И такое же место для экипажа в башне, которое хорошо защищено. Броня башни хорошо держит выстрелы, а вот про броню корпуса было сказано, что она тяжело бронированная и от М4 Шерман. Но от какого именно из этих трех? В корпус нам сносит 25% прочности, может повезло. Броня в сражении с Т-3476 не держит. Что? 5 minutes later. Итак, давайте поработаем по корпусам танков и сравним. Тяжелый танк выдержал все выстрелы. Отлично. Думаю, танкисты этого среднего танка теперь могут проветриваться, не открывая люка. Из
3 выстрелов по тем же 3 местам у нас почти развалился танк. Очередь нового истребителя танков. Надеюсь, топливный бак случайно пробился. Что-то у меня плохое предчувствие. Видимо, под тяжело бронированным корпусом разработчики имели в виду этот. Но ты же его еще не купил. Думаешь, тебя обманули? Только не удаляй твою любимую игру. Нет, подожди, еще много всего интересного. Ну остановись, давай посмотрим обзор обновления. Если не хочешь ждать обзоров обновления в будущем, то просто заходи на этот сайт, и ты бы узнал, что под громкими словами орудия из топового тяжелого танка имелось в виду увеличение только урона за выстрел с 1700 до 1800 единиц. Ведь в описании при покупке танка такого не напишут. Но про то, какая там броня, мы бы рассказали тебе в нашем TeamSpeak сообществе, по этому адресу сервера. Все ссылочки в описании. Также в нашем TeamSpeak ты бы еще вчера узнал, что новый М36Б1 немного лучше старого М36. И Су-100 за Советский Союз его может уничтожить за 2 удачных выстрела. А Panzerjäger 5 Jagdpanzer, извините за мой французский, его прошьет везде, практически в любое место. Также были изменены другие характеристики снарядов у некоторых танков. Например, на ваших экранах обычные фугасные снаряды Т-34-76. Они отлично косят местных вражин и 100% убивают врага без золотого толстокожего на 5 метров. И осколки разлетаются на 10. Лично я считаю их прекрасными, и они позволяют мне наверняка убить врага до того, как он мне всадит ракету в бок. Но разработчики изменили шрапнельный снаряд. Он теперь может убить золотого толстокожего прямым попаданием, благодаря 125 единицам урона, или всех на расстоянии 4 метров. При этом осколки разлетаются на 20 метров. Теперь это интересная альтернатива фугасов, и она имеет место быть. Прикольно убивать врага за несколько выстрелов в окошко, если он сидит вообще в другой стороне комнаты. Хотя обычно они убегают после таких выстрелов, но решать, какой снаряд использовать, только вам. Также изменения коснулись и дымовых снарядов. Дым лежит на земле немного дольше, можно одновременно ложить по 4 дымовухи. Я сомневаюсь, что танкам это очень нужно, а вот пехотинцу бы такая игрушка в виде гранат пригодилась. Но во всяком случае, спасибо разработчикам. Буду использовать этот дым в своих видеороликах, чтобы из него кто-то эпичнейший выходил. Если говорить про все обновление, то я считаю, что оно очень хорошее и сделает нашу игру еще интереснее. Спасибо, что посмотрели это видео. Если я тебе помог, то поставь лайк и подпишись. А в комментариях я всегда отвечаю. Также тебе могут понравиться и эти видеоролики. Увидимся на полях сражений. Пока.